Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее, на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. Что произойдет внезапно? Кто или что появится неожиданно в этот период? Чего ждать нам с 10 по 20 в целом? И неожиданные контакты. Вот такой вопрос мы тоже с вами рассмотрим. У нас сегодня две колоды карты. На первой 78 дверей мы достанем 3 знака, как 3 знака судьбы, как 3 подсказки. Узнаем, так что же будет скоро происходить, что изменит ваши планы или потребует новых решений. Почему говорю новых? Какой-то сюжет у нас заканчивается. Может быть, долгий сценарий, когда нам предыдущие 7 лет, это связано с Ураном, пришлось выходить из каких-то сложных состояний. Может быть, этот период был связан с какими-то внутренними страхами, тут у каждого по-своему. И вот теперь, 26 апреля, это как прелюдия, предчувствие вот этих перемен у нас происходит с 10 по 20. И теперь Уран окажется в вашем знаке зодиака в 11 доме гороскопа, который отвечает за статус. Что это означает? Будут пересмотрены ваши где-то отношение к некоторым людям. Я не исключаю, что некоторые люди будут уходить из вашей жизни. А почему? А потому что с вашей уже позиции это те отношения, которые изжили себя. И значит появятся новые, потому что святое место пусто не бывает. Для кого-то из вас уже в предыдущие 7 лет вы поменяли работу, кто-то поменял вид деятельности. И вот здесь это тоже где-то ваш статус, но в эти 7 лет кто-то из вас надумает так всерьез заняться личным делом, личным творчеством, изучать технологии, вести блоги. Мои дорогие, вы пересмотрите свои планы на будущее, приоритеты станут более прогрессивными и независимыми. И даже общая какая-то деятельность или в команде, на работе, да, это участие может быть ваше, как, к примеру, в сетевом бизнесе или в каких-то новых организациях общественных, куда вы можете вступить. Это тоже для вас источник свободы и роста. Итак, раскладываем дальше на картах Таро. А первые 3 знака мы оставляем и откроем их. Это вот та информация, к которой нужно отнестись, ну, так немножко предусмотрительно. Или, я бы сказала, внимательно. На картах Таро первый вопрос. Что будет внезапно? Что вас удивит? Неожиданные контакты, с чем, с кем это связано и что прояснится для вас, может быть, в связи с этими контактами или с конкретным человеком. К чему все идет или к чему приготовиться, хочется сказать, и что же будет в последующем меняться. Мы узнаем, что ждет львов в личной жизни, финансы, что вас ждет с 10 по 20 апреля. И третья карта – это ваши достижения, ваша работа, планы, учеба, важные встречи. Итак, первый знак судьбы. О чем нам расскажут карты, на что обратят внимание рыцарь кубков? Так и хочется сказать, да, какой-то холодный душ. Ну вот я должна сказать, что в конце апреля могут действительно почувствовать даже с первого дня, или точнее с первых дней, переход Урана в Близнецы. Те, которые родились, вот, наверное, июльские львы. Уран планета медленная, поэтому всех остальных тоже касается, но это может распределяться как-то постепенно. Но вот те, которые как раз июльские, могут прочувствовать, ведь правда, это как ваше может быть решение. Хотя знак судьбы говорит о том, что вас что-то вдохновляет. Да, мы отправляемся в путь, как этот рыцарь, но нужно быть готовым к этому водопаду. Закрытых дверей нет. Это грот, который открыт. Но вот для того, чтобы туда попасть, как будто через этот холодный душ нужно пройти. Но это ваш интерес может быть. Это может быть также конкретный человек, с чем это связано. Рождение чего-то нового вообще. Туз кубков. Радость, мои дорогие, правда. У кого-то из вас это новое общение, новые контакты. Все-таки 2 кубковые карты. Новые люди в вашем окружении. Может быть, где-то быть с учетом рыцаря кубков. Внутренне готово, что человек может удивлять. Правда. Вот посмотрим. На картах Таро, может быть, они раскроют поподробнее. Вы можете не знать чего-то о человеке, вы можете не догадываться о ходе его мыслей, его предпочтениях,
Но для вас какой-то контакт определенно будет иметь большое значение. Или какой-то человек как по судьбе, может быть. Вы, возможно, его и встретили. Или это произойдет с 10 по 20. И я не исключаю, что это может быть даже чуть позже. Но вы можете, например, встречаться. Или какой-то прежде союз или контакт по работе здесь тоже может у вас вылиться в какую-то другую историю. Вот интересно, ну давайте второй знак судьбы. Ну, все то, что я сказала, неизбежно что-то завершается. Я надеюсь, все понимают правильно, что это не о смерти. Это карта, когда нам больше советуют «отпускай», уже что-то заканчивается, нет смысла за что-то держаться. В целом хочется сказать, закрытых дверей ведь нет. Врата как будто открытые. Но человек сам задержался, как будто завис в собственных воспоминаниях. И карта нам говорит, да уже пора. Поэтому отпускайте или понимаете, за что держаться или что удерживать, а что уже само пытается оттолкнуться. Стало быть, это старшие арканы, поэтому либо это могут быть события, которые извне, обстоятельства. Для кого-то из вас это конкретный человек, который тоже, ну, может быть, это вы услышите, кто-то на работе, или сложилась определенная данность, это уже по вашим отношениям, может быть, и дружбе, по прежним контактам. Вот, видимо, переосмысление с 10 по 20 вы чувствуете, что один сюжет заканчивается, и его нужно отпустить. А вот уже что-то новое стоит на пороге нового дня, каждого дня. Апрель может быть очень знаковым месяцем. Третий знак судьбы. Вот все, кто нужно, они в сборе. Шикарная карта, 4 жезлов. Да, дверь закрыта, но семья как будто в сборе. Для вас могут решаться вопросы дома. Может быть, у кого-то из вас работа на дому. Все же жезлы – это такой своеобразный якорь, стабилизация. Может быть, с 10 по 20 кто-то из вас как раз получит, знаете, как вдохновение, первую весточку, что вы можете осуществить какой-то свой проект. Или вы к нему приступите и будете понимать, а ведь и правда, как чуйка какая-то сработает, с учетом при предыдущих 3 карт, что да, мне именно этой темой есть смысл заниматься. Я часто называю эту карту «праздник после победы», поэтому какая-то победа, достижение, праздник, да, сам, когда мы можем разделить этот праздник с друзьями. Но вот хочется сказать, что смотрите, насколько полярные карты. Правда, мои дорогие любимые львы, есть тут какой-то пункт, за который нет смысла держаться, или того человека какого-то, да, нет смысла удерживать, нет смысла о чем-то горевать. В первую очередь нам говорит об этом карта. У тебя на пороге совершенно новые события. А какой-то старый, может быть, замшелый сценарий, если он завершается, махни на него рукой, лев, и скажи «нет», и не надо. Вот как-то так. И так, что будет внезапно, что вас удивит. Может удивить человек, рыцарь Пентаклей, своей продуманностью. Может быть, вам хочется какого-то более такого яркого, быстрого продолжения, а тут нет. Продуманность, она присутствует. Вы и сами можете быть вот таким продуманным человеком, когда вы будете по рыцарю Пентаклей, как я уже говорила, продумывать свой проект. Причем иногда эта карта, она звучит как тоже своеобразный марафонский забег на долгий период. Так вот, для вас как будто планы оформляются. Но тут может удивить, ну, к примеру, у кого-то из вас это может быть как взрослый ребенок, например, может удивить своим решением. По этой карте вас может удивить и конкретный человек тоже. Вы можете получить какую-то весточку, известие, кто-то из вас получит буквально подарок. Для кого-то из вас это новая траектория по части заработков, и вы окажетесь на выборе. И, может быть, этот выбор не так просто, да, правда. Что вас удивит, это будет у кого-то с человеком связано, у кого-то с получением документа, предложения. Может быть, это внутренний инсайт, когда вы понимаете по 8 жезлов, люблю эту карту, это карта доброй трансформации. И нам уже выпал 13-й аркан, и это старший аркан, сама по себе трансформация. Ну вот, видимо, особенно активно прочувствуют те львы, которые в первой декаде рождены. Вы можете где-то до конца апреля принимать во внимание собственные планы и, знаете, как чувствовать, что сейчас
как вот обстоятельства меняются. Словно сейчас пора. И по восьмерке жезлов это действительно пора. Мы что-то не можем отложить на потом. У кого-то это может быть скорое известие. Неожиданные контакты. С чем или с кем связаны? Ну, пятерка кубков. Всегда говорю по этой карте словами Клаудио Пинейро. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Ну вот вам, пожалуйста. То есть есть то, что уже для вас не имеет ни смысла, ни какого-то повода продолжать, а только служит вот какими-то воспоминаниями точно. А вот десятку мечей, скажу словами Колет Барон Рид, известная психолог с огромным стажем и таролог. Она называет десятку мечей изящное завершение. Нет смысла о чем-то уже горевать. Уже все, что могло, оно произошло. Это на уровне, может быть, межличностных взаимоотношений. Пусть у кого-то это по работе, у кого-то проиграется в личной жизни. Но вы, мои дорогие львы, вы вот именно видите нецелесообразность что-то продолжать. Но карты нам выпадают все же в позиции неожиданные контакты, поэтому здесь могут быть неожиданные контакты. Но вас как найти? Может человек позвонить, написать или придумать какую-нибудь там причину, например, почему нет? Для того, чтобы встретиться. Или что-то вот ему, может быть, от вас нужно. Хотя я это только допускаю, а для кого-то из вас это просто внутренняя ваша перестройка, когда вы действительно можете сказать, вот нет этого, да и не надо. А у кого-то, может быть, сложная история, когда прежде, вот как раз надо было, да, или когда вы очень хотели какого-то контакта, какого-то союза, взаимопонимания, но вышло так, как вышло, сложилось, и уже эта взаимосвязь, она теперь полностью определена. И кто-то из вас вот действительно в апреле месяце и скажет, что да слава богу, что это не получилось. Или что вот этот союз не состоялся. Поэтому изящное завершение как будто будет. Ладно, давайте узнаем, а к чему же все идет, к чему приготовиться, к радости, мои дорогие. Туз кубков. Когда в моих раскладах два аркана выпадают, причем в разных колодах. Это всегда как усиливает значение. Поэтому по тузу кубков это радость, это возможности, это сама по себе какая-то, ну, приятная, может быть, или история, или, может быть, это само по себе, ну, как известие. Все-таки туз иногда говорит о том, что вот в нашей жизни происходит пункт, как новая точка отсчета и одновременно точка невозврата. Вот переходный момент кто-то из вас будет чувствовать, и это может быть связано, все же мы спросили, к чему все идет или приготовиться. Любые перемены, мои дорогие, для вас как в радость и новые планы. Для кого-то из вас меняется жизнь у людей, которые входят в ваше, может быть, ближайшее окружение, ваши друзья, может быть, и родственники. Но для вас, пусть у них жизнь меняется, но это для вас со знаком плюс или оказывает влияние на вашу жизнь, вы как свободнее становитесь. Или когда вас не будут сдерживать какие-то, ну, знаете, такие факторы сложные, когда мы говорим себе постоянно надо, да, или я должен, например, а вы такое можете говорить. А здесь вот как-то будет полегче, приготовьтесь к этому. Поэтому, ну, где-то себя не загоняйте в то, что привычно, но то, что уже действительно не имеет никакого значения. Что же будет меняться? Ой, старший аркан нулевой, мои дорогие. Да все будет меняться. Для кого-то из вас и окружение будет меняться, и будет меняться ваша работа. Вот то, что я говорила еще до карт по Урану. И это совершенно иное качество жизни. Это новый интерес. Кого-то вдохновение позовет дорогу. Для кого-то из вас будет вот именно самоуверенность. Я не имею в виду самоуверенность как опломб или гордыню. Нет, ни разу. Это, знаете, через самодостаточность, желание что-то достигать. Делать для самого себя именно свои проекты, может быть, заниматься. Кто-то из вас может серьезно задуматься. Правда, кто-то о переезде, а кто-то о создании какого-то нового проекта, когда вы работаете именно сами на себя, личного проекта, личного блога, личного бизнеса.
но это то, к чему вы как будто стремитесь. Вот вы, ваше настроение, мои дорогие, оно, вы знаете, внутреннее чувство наполненности, потому что 2 туза кубков. И да, конечно, тут замечтаться нельзя, потому что самое главное, карта дает сразу совет. Ты тут не горячись, Лев, ты тут куда-то не торопись, сломя голову, потому что всегда нулевой аркан как будто занес, да, ногу, или занесла эта колода второй ведьмочек, занесла ногу, а дальше обрыв. Ну вот нужно перед тем, как куда-то вступать, нужно понимать, а что же это за местность, что же это за пространство. Нельзя что-то делать только лишь на эмоциональном импульсе. Ладно, давайте узнаем, что ждет в личной жизни, в любви. А вот Лев явно от чего-то устал. 5 пентаклей. И у кого-то из вас это может быть как постоянное преодоление финансовых каких-то сложностей. А для кого-то из вас конкретно есть человек, с которым отсутствует взаимопонимание. Но у вас все равно, посмотрите, карта победителя. Вот я сказала, тут у людей будет что-то меняться. Вот если долгий период времени был застой своеобразный, тогда примите к сведению, мои дорогие любимые львы, на вас, и для вас это со знаком +2, плюс опять же 2 туза, когда люди меняют свои планы на будущее, они для себя, ну, что-то готовы создавать, в чем-то участвовать. Поэтому даже если кто-то уходит, и неважно, тут ведь может у кого-то быть, знаете, как дети взрослые уезжают, или наоборот, у кого-то, может быть, и съезжаются. Но вот та прежняя история, которая была, как заноза всегда говорю, по 5 пентаклей, потому что это недостаток. Так вот, на смену этому, на смену этим эмоциям, каким-то холодным, отчуждающим, приходит карта победителя. Но по этой карте мы должны сохранять эту победу. Может появиться такой человек в вашей жизни, который вас будет вдохновлять, кстати. Для кого-то из вас это тот человек, который всегда, как лев, может быть, тоже. Победитель. Ну, это я так уже к слову сказала. Но он тот архетип человека, который живет по своим правилам. Вот у кого-то я не исключаю, может быть, даже новое знакомство с таким человеком. Тогда он вас будет притягать именно тем, что он видит мир, ну, несколько иначе, чем вы. Но по 5 жезлов нельзя пока замечтаться. И у кого-то эта карта будет говорить, что, может быть, это и касается не совсем, ну, скажем, чувств, потому что 2 карты деловые, жезловые, будем говорить. И у кого-то это разрозненная информация, но это вопрос вашей личности и личных достижений. Поэтому вы будете вот именно фильтровать какую-то информацию. Кто-то будет пытаться, может быть, работать на дому или узнавать что-то, проигрывать, составлять планы, да, или продумывать свое в чем-то, в ком или в каком-то сюжете с конкретным человеком свое участие. Тут вот по-разному. Но хочется предупредить по этой карте, что придется ворох информации перелопатить, прежде чем мы найдем что-то долженствующее и надежное. Но и, наверное, по крайней мере, с 10 по 20 не стоит на кого-то надеяться. Надейся сам на себя. Для кого-то из вас, мои дорогие львы, эта карта будет говорить, что победу нужно сохранять. А вокруг будут какие-то персонажи, которые вас могут отговаривать. Или те, которые будут настаивать на какой-то своей точке зрения. Вот вам и победу нужно сохранить. И какой-то, может быть, для кого-то сложное взаимопонимание выстроить. Финансы. Что ждет? Деньги есть, деньги будут, по крайней мере, 10 по 20. Это могут быть, все же эта карта, финансового благополучия, изобилия, процветания. Кто-то из вас может даже именно по этой карте захотеть себя чем-то побаловать. Для кого-то из вас задумается, ну это вы задумаетесь об инвестициях, может быть, самого себя. Прохождение курсов, к примеру. Или для кого-то из вас это может быть все-таки 9 у нас переходное число, вибрирующее. И карта нам говорит, ты деньги получишь, лев, но приготовься к переменам. Я бы сказала, тут грамотное как-то распределение финансов, оно должно быть, потому что что-то будет в финансовом плане на последующий период либо меняться,
либо вам эти деньги могут понадобиться. Но если мы говорим на финансы с 10 по 20, финансы радуют вас, мои дорогие львы, карта праздника, на ваши достижения. Ну, наверное, это все то, что я говорила еще до карт. Восьмерка кубков, мы понимаем, что наступает время идти вперед. Оставила наша девушка, ведьмочка, 8 кубков. И есть ведь пустые, но есть и полные. Но она даже не оборачивается, уходит налегке. Вот кто-то из вас серьезно задумается о смене работы. Я не говорю, что вы буквально осуществите это завтра. Нет. Это всегда тот период, когда вы, будете продумывать что-то. Вы как будто к этому готовитесь. И вот для кого-то, может, буквально проиграется смена работы в апреле. Или, может быть, даже в мае. А для кого-то из вас это тот план, который вы будете просчитывать детально. Может быть, по делам, по работе, каким-то вашим планам и задачам. Прежде была неразрешимая ситуация. Поверьте, мои дорогие любимые львы. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Стало быть, какой бы сложности у вас не был вопрос, и все карты ведь об этом нам говорят, лев находит выход. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. Я благодарю вас за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии, смотрите мои видео. Благодарю вас за помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте публикации на моем сайте. Ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.